Привет, друзья! Меня зовут Фиби, и сейчас я нахожусь в путешествии по миру музыкальных открытий, и мне бы очень хотелось, чтобы вы присоединились ко мне в этом пути. В последнее время я знакомлюсь с артистами со всего мира, старыми, новыми и всем, что между ними. И, кстати, я также приняла во внимание некоторые ваши рекомендации. Обычно мы смотрим рок и поджанры рока, но иногда попадаются и другие направления. И вот мне стало довольно интересно насчет этого парня по имени Димаш. Мы пока сделали только одну реакцию на этого парня. И я постоянно слышу от многих людей: «Послушай вот это, послушай то, послушай все». И хотя у меня сейчас просто завал из разных предложений и рекомендаций, скорее рекомендаций, чем просьб, если честно, мне все равно любопытно. Мне и вправду интересно. И сегодня наша песня называется «Красивый день». Извиняюсь, незабываемый день. По-моему, я сказала красивый день. Незабываемый день. Я выбрал эту песню, чтобы посмотреть, какой у него на самом деле диапазон, потому что мне в комментариях говорили, что эта песня очень впечатляющая. Они любят его. It's almost louder than a Taylor Swift concert. Almost. Bir көргеннен ғашық болдым өзіңе, еркелеген балдай тәтті сөзіңе, қылығыңмен баурап алдың жанымды, қарай бердім нұрға толы жүзіңе. Пай-пай шіркін, ұмытылмас күн. Пай-пай шіркін, ұмытылмас күн. Аңсап күткен арманым сен, Is there anyone not with their phone up in the air? I guess they want to witness this moment, right? Hey, do it. You do you. Жүрекке ешкім жүргізе алмас әмірін, сөндіре алмас сезімімнің жалынын. Она держит знак и даже не смотрит на него. Он же выступает перед вами, а эти люди даже не смотрят на него. Я думаю, что это немного... делайте, что хотите. Если бы я была там, я бы старалась просто впитывать все, что происходит. Это может быть момент всей моей жизни, понимаете? Жүрекке ешкім жүргізе алмас әмірін, сөндіре алмас сезімімнің жалынын. Бақыттымын бұл әлемде сен екен, тағдырыма тарту етсе тәңірім. Пай-пай Darlings. шіркін, ұмытылмас күн. Пай-пай шіркін, I'm not a fan of that camera angle. ұмытылмас күн. Аңсап күткен арманым сен, алалаған таңдарым сен. Это цепляет, да. Это безумие. У этой девочки вообще iPad. Арманым сен.
Простите, но все это так отвлекает. Все с телефонами. Вообще, кто-нибудь действительно смотрит на него? Я надеюсь, что да. Я надеюсь, что если люди держат телефоны, то они все-таки смотрят на него и проживают этот момент. Просто меня и вправду все это выбешивает. Там целый iPad или что-то там было, планшет какой-то, который перекрывает обзор людям. Слушайте, если вы хотите так делать, делайте. Я не собираюсь никого останавливать. Я считаю, что люди должны делать то, что им нравится. Но когда вы вообще не проживаете то, что происходит вокруг вас, это странно. Здесь так много всего происходит. Это же безумие. Но да ладно, это просто мое мнение. И вообще, я веду влог. У меня есть вот эта камера, она прямо здесь. И когда я что-то записываю, я держу ее вот так внизу. И она как бы не перекрывает мне обзор и не отвлекает меня от того, что происходит. Или даже если я подниму вот так рядышком, то она все равно мне не мешает и не отвлекает. Именно по этой причине я купил эту камеру. Кстати говоря, я люблю классическую музыку. Как я уже говорила, я обычно слушаю рок и всякие поджанры рока. Но я всегда открыта к новому. Мне нравится выходить за рамки, если вы понимаете, о чем я. Я не очень люблю, например, мейнстримный, то есть современный R&B. Ну, там тоже есть свои фанаты, да? Все зависит от того, нравится ли это лично мне или нет. И только я могу это определить. Верно? Но классическую музыку я люблю и могу оценить, сколько в нее вложено. Более 70% моих зрителей смотрят мои видео, но не подписаны. И поэтому я прошу вас, ребят, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Это не так сложно сделать. Просто нажать на подписаться и все. А еще не забывайте про вот этот вот VPN. Это людям из России, потому что сейчас в России какие-то проблемы с YouTube, я так понял. Поэтому этот VPN, он стоит недорого, поэтому да, покупайтесь и пользуйтесь. И давайте продолжим. Vatanlarım sen, Alakanda yayda, Aksarımda arkamı sen. Пожалуйста, уберите этот iPad. Sorry. The darlings love him. Окей, сейчас что-то будет. I wish we could see. Seni kalay, özgege sığlayma. Adamım Это безумие. Итак, вокал? Очевидно, что его вокальные способности просто безумны. И в песне есть моменты, где он звучит просто невероятно. Этот свистящий звук? Я закрою глаза и еще раз послушаю, потому что мне показалось, что это как будто в странной плоскости, что ли. Конечно, невероятно смотреть то, что он делает.
Но я такая, а? Думаю, мне это нравится. Я в таком замешательстве. Это звучит как... И очевидно, что это классный навык — владеть такой высокой нотой. Но такое ощущение, будто внутри него живет какой-то инопланетянин. Это точно. Но подходит ли это к самой песне? Мне это звучит очень странно. Я могу оценивать все по достоинству, не набрасывайтесь на меня. Но для меня это звучит так сильно не к месту. Неправильно, что ли, так говорить? Я не думаю, что это неправильно. Это мое мнение. Но это просто странно. Я понимаю, почему людям это нравится. Я понимаю, почему люди пришли посмотреть на это вживую. Но если бы я просто слушал эту песню, не видя всего этого, я бы подумала, странный звук. Но, как говорят артисты, и как они знают, это сделано специально. Так было задумано. Кто я такая, чтобы судить, да? Но я могу сказать, что я думаю. Думаю, это важно. Вот это подходит к этой песне, понимаете? Безумие просто. Знаете, как это звучит? Это звучит, как будто микрофон сломался. Вот этот писк, этот звук, когда микрофон ломается, вот на что это похоже. Меня, наверное, сейчас просто распнут. Но я просто честно говорю то, о чем я думаю. Я считаю, что он невероятный. Потому что я знаю его, я слушала его одну песню, я считаю, что он потрясающий, его голос тоже. Так что это не хейт или негативные слова в его сторону. Просто для меня именно в этой песне это звучит как-то не так. Возможно, люди просто начнут это оправдывать. Возможно, дело еще в том, что это не так чисто передается через микрофон. Может быть, просто микрофон не улавливает эту частоту, потому что у него теперь настолько высокий звук, который слышат только собаки. Вот этот высокий свист, знаете, который слышат только собаки. Вот что это, да? Я прошу прощения, дорогие. Снова же, это не хейт. Это не негативные слова в его сторону. Это просто я делюсь своими мыслями, своим честным мнением. И я не могу скрывать то, что я думаю. Это не про меня. Так что, надеюсь, вы отнесетесь к этому спокойно. И нам не нужно никого защищать и тому подобное. И вы тоже можете говорить то, что хотите, потому что я уважаю ваше мнение и надеюсь, вы тоже будете уважать мое. Но все это безумие. Думаю, он сломал микрофон. Вот в чем дело. Давайте-ка я попробую смотреть, как смотрят эти фанаты. Any different. That range of vocals. үлкен рахмет. Дымаш. Его голос и его диапазон — это просто невероятно. Я никогда не видела ничего подобного. Я видела людей, которые могут брать очень высокие ноты. Я видела людей, которые могут петь очень низко. Но его диапазон... Он может заставить звучать свой голос, как будто сломался микрофон. Кто еще так может? Очень и очень немногие люди в мире, если есть вообще такие. Так что, если я кого-то расстроила, мне очень жаль. Это не было моей целью. Я просто должна была поделиться тем, что я думаю. Я думаю, что мне нужно послушать больше песен от Димаша. Думаю, я должна продолжать слушать песни Димаша, потому что
Моя первая реакция с ним мне очень понравилась. И на этом мой перевод заканчивается. Огромное спасибо всем за просмотр. Если вы дослушали, досмотрели до этого момента, то я вас люблю. Всем пока.